телефон в машине. Короткий Павел Иванович, житель улицы Свободы. Свободы. Ух ты, такое название. Да. А где мы находимся сейчас? Мы находимся в районе аэропорта. Буквально 300 метров или 500 метров от грузовой проходной. А если от терминала, это от центрального, где-то 1,5 километра. Вы здесь работали? В аэропорту? Работал, да, Расскажите. последнее время работал именно в аэропорту на парковке. До самой войны. Вы помните, как это начиналось все? Помню очень прекрасно. И не то, что как во сне, а даже почасово все это, говорит, помню. У меня была своя санбочка. Когда война началась, я сразу ее переоборудовал под пожарку. Поехал в пожарную часть. Там по просьбе мне дали сразу 2 рукава. Потом с одним, как говорится, рукавом нечего было делать, когда это все. Потом второй раз попал на начальника. Дали мне распределитель именно с наших аэропортовских машин, которые мы получали на Евро-12. Благодаря моему сыну, который тоже работал, мы успели еще 26-го их перегнать на пожарную часть. 11-кубовики такие были. И вот именно с той машины дали мне рукава, и я здесь занимался пожаротушением. Так это вы именно тот самый спасатель, который весь поселок спасал от пожаров после обстрелов. Когда меня прославили, даже, говорит, племянница с Лондона звонила, это, говорит, и в Москве. У меня сын тогда уехал. Вы самый знаменитый пожарный. И он сказал, говорит, говорит, изобретательный народ на Украине, говорит, санбочки, говорит, сделали пожарку, говорит, и все, говорит. Я не столько, говорит, когда у нас просто невозможно было. Именно когда 26-го обстреляли, 26 мая, у нас сразу 6 домов тут горело. Первый вот здесь, первый вот здесь, летчик, это было буквально без 15,4, когда с градов именно зажигательными дали, что фейерверки по всему небу здесь, говорит, летали. И сразу 7 домов тут горело. Просто не в силах были это все. Я здесь, потом уже только когда еще 2 пожарных были, их объем на Зилу маленький, там на 2,5 куба, а у меня на 3-400. Я им только успевал воду подвозить, уже пока место не закипело. А потом дальше такие будни пошли на это. А вы сейчас обстрелы часто слышите? Сейчас нет, раз в неделю это обязательно там это все. Потом это, говорит, так, что этого нет. Особо сейчас нету такого, говорит, бывает. Когда последний раз у нас именно 9-этажка, это от аэропорта, общежитие было. Это в августе месяце именно на поселок прилеты были. Здесь по стратонавтов одну хозяйку ранило, и ей там работал товарищ, тоже его ранило, это все попадание было. А так, говорит, уже просто, знаете, что привычно. У нас, как говорится, бывает часто чего-то не хватает, говорит. Стреляют плохо, не стреляют, чего-то не хватает, такое, говорит. А вы боитесь, если снова начнется новый виток войны? В смысле, боюсь или не боюсь, я, говорит, это что пережил, уже я в свое время, когда мне уже полностью, как говорится, и бочку разбило во время тушения, тут у нас магазин, и меня просто в этот момент не было, и ребята там скрутили насос. А до этого тоже у меня было попадание под бочкой, разорвалась мина, там 3 дырки было, говорит, сам тоже маленько контуженный был, это, говорит, слава богу, не попало ничего на этом отношении. А так, что, говорит, уже если, и не дай бог, какой-то виток будет, то ни центр города не спасет, допустим, то и это окраина. Так что бесполезно куда-то будет бегать или еще куда-нибудь, это, говорит, тут уже сегодня будут новые переговоры в нормандском формате относительно этого
Донбасского проблемного региона, где война до сих пор идет. Вот как вы считаете, эти переговоры смогут повлиять на решение? Я вот это каждый день, ну сейчас только развлечения, говорит, вот это 60 минут, потом с Владимиром Соловьевым. Говорит, уже просто до смешного доходит, говорит, уже он сказал, Зеленский, не будет. То будет, то не будет. Утром наступает, вечером, говорит, отставляют это все. Сейчас такой войны просто-напросто не будет, говорит. Как вчера вот этот, ну, он, военкор этого комсомольской газеты, этот полковник, как его забыл, говорит, сейчас, если что-то и будет, говорит, не надо никаких ни танков, ничего, ни этого. Так что такое. Хотя был вот недавно на Украине, там по пенсионным делам перед Новым годом. Там такое скопление вот этой военной техники. Проезжал через Красноармейск, через это, вот колонны уже пустых платформ, которые завезли то ли танки, то ли БМПшки сюда, то ли это, там колонны шли на это. И так мне говорят родственники там. Говорят, техники очень много скоплено там получается. Зеленский несколько дней назад пообещал, что Крым и Донбасс снова станут частью Украины. Уже никогда, говорит, не станут. Я просто говорю, даже те, что мы, да, конечно, говорит, не мы эту, как начинали эту войну или еще что-нибудь, ну, по такому отношению, что здесь, говорит, не этот регион, а тем более Крым вообще никогда не станет. Я вот проезжал просто, говорит, получилось Авдеевка буквально 7 километров, это час ходьбы здесь. Вот. Но я проехал 2000 километров, говорит, половина чуть ли не России, Краснодарский край, Крым проехал, посмотрел, какие дороги сейчас там сделали. Я до войны был в Крыму, там у меня дочка, как говорится, работала, на практике была. Вот. Посмотрел, какие сейчас сделали дороги. И вот здесь, она когда-то, эта дорога, вот, допустим, Симферополь, и Москва, через Запорожье идет, Днепропетровск, было самое элитное, говорит. Сейчас она убита и, можно сказать, пустая. Там уже все, до Чонгара доезжает, и все, дальше не это. Только переход, а дальше уже началось. Там немножечко не наделали, но везде такие дороги устроили. Через этот Крымский мост проезжали. Везде скорость, 90 километров, фиксируется, все, говорит. И прекрасно проезжают это все. Так и здесь. Говорят. Ну, тут, конечно, сложнее будет. Например, по восстановлению здесь это же. Сейчас так нагнетают эту обстановку. Все говорят о том, что неизбежна активная фаза. Как вы считаете, удастся? Я вот сюда говорил и повторяюсь, что самое страшное оружие – это информация. И в каком контенте ее преподносят. Это все. Здесь это, если, говорит, даже там руководство, говорит, на Украине, Зеленский, тот же Кулеба, это министр обороны, кто там еще это, говорит, они сами себе противоречат. То будет, то не будет, то будет, то это. И по этой политике они говорят, как, мы вам даем все, отрабатывайте, и все так. Везут сюда. Ну, той войны уже не будет, конечно. Это когда она начиналась еще, говорит, война, вот. Когда еще Мариуполь даже был обезглавлен, у ДНР не хватило просто, ну, вот у меня много соседей, которые в ДНР вот, служили, это, говорю, в то время, в 14-м, у нас просто не хватило ни сил, ни оружия, ничего, говорит, вот и остановились. Для чего сделали первые переговоры, потом вторые, и как раз на базе того, вот если бы не было Котловой, не было бы этих переговоров, вот такое получается. Если тут не будет Украины, что это будет? Ну, будет то ли автономная, то ли в конце концов, говорит, присоединят к России, и все, вот это и будет. Россия, да? Да, они просто признают, и все, и больше никакой войны не будет. Местные люди здесь хочу Россия? Ну да, ну многие уже получили. С какой-то стороны, вот сейчас ДНР паспорта получили, уже, ну как, ДНР и ЛНР, уже 700 тысяч российских паспортов получили. Они просто-напросто возьмут, признают, и все. И больше никакой ни войны, ничего не будет. Это получится, что напасть на Россию, хоть и на этом месте.
такое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Телефон записать, может быть.